Есть обычная форма, есть и плазмида. Те же пептиды, которые сейчас появились. Спорт определенных достижений, он не может быть связан с здоровьем. Если мы ставим локально, памп прям аж трещит, кровью наполнение. Еще разок. Хорошо. Очень тоже низкий ФР, несмотря на продолжительное использование гормонов. Больше счастья, любви на 100 грамм углеводов в день. Верю в пептиды. Я считаю, что за ними будущее. Ну что, друзья, физкульт, привет! Сегодня мы в гостях у Паши Жаркова, его Gold Gym. Рад приветствовать. Сань. Мой друг, я очень давно ждал нашей совместной тренировки. Человек-оркестр бодибилдинга, крутой методист и супертренер, в частности, женских категорий. Все верно? Очень приятно, что вы такого высокого мнения о моих профессиональных навыках. Будем надеяться, что это так, если люди со стороны в теме. Это правда. Так считают. Сегодня мы тренируем спину. У нас выдалась совместная общая тяжелая тренировка, поэтому пойдем кайфанем на новом оборудовании. Пользуясь случаем, скажу, здесь, как по мне, очень интересное место. Есть несколько действительно уникальных тренажерчиков, которые я видел разве что в Дубайске и, пожалуй, больше нигде. А какие-то не видел вообще нигде. То есть Паната, Сайбекс, одни из самых любимых, если честно, моих марок тренажеров. Я бы сюда добавил еще Наутилус современный, но его я вообще встречал крайне редко в своей жизни. А вот из того, что можно найти, это мои самые любимые марки, очень рабочие, очень функциональные, как по мне. Тренировка сейчас у нас будет настолько тяжелая, насколько позволяет стадия подготовки, но мы будем стараться. Это точно. Будем стараться. Ну что, Gold Gym, Москва, пойдем кайфанем. Тебе понравится. Так по полу спереди. Ну, цепляет. И сустав, скажем так, как сейчас пока все трещит при подтягиваниях, так сухожильное окончание не перегружает. И очень, знаешь, сверху донизу, если качественно работать, прям включает. Попробуй. У тебя же как? Я правильно понимаю? Первый подход, он такой поударнее, потом ты делаешь чуть чище повторения, большим темпом контроля. Если надо, если не можешь удержать, чуть-чуть подскидываешь. Да. Ну вот, ничего. Так и работает. Все, как видишь, у нас все близко. Да. Хорошо. This is the old school, motherfuckers. Пошла вода горячая. Хорошо, Сань. Ап. Пару разиков, наверное. Ап. Чтобы не впритык. Ап. Ровно 2 недели осталось до первого старта. Как твое состояние, самочувствие? Какие у тебя приколы на подготовке на этой случались? Или, может быть, все гладко? Сань, знаешь, а я уверен, ты знаешь, не только в последнее время, всегда такая история, что если ты начнешь что-то рассказывать, то это все расценят как те или иные экскьюзы, оправдания. Почему, возможно, что-то не получилось.
начнешь рассказывать после, если вообще ничего не говорил, то это будет, значит, после. Почему вот что-то было не так. Но у меня такая философия, и даже не философия, я скажу так. Моя идея состоит в том, чтобы показать, вот прям даже публично, не постыжусь этого сказать, чтобы показать наглядно, что несмотря на то, что у тебя загруженность по тренерской деятельности, что вот сейчас ночью у меня, допустим, человек выступал на Олимпе, мы с тобой потренируемся, отснимемся, я поеду на Инферно, как тренер тоже, с едой, со всем. Несмотря на все это, на те или иные злоключения, которые случаются со всеми, все в равных условиях. У меня есть небольшие расстройства касательно того, что вроде сейчас у меня раз от раза получается сделать более комфортные условия подготовки. Но вот последние стадии, как ты сказал, когда уже совсем близко, когда, как ты знаешь, организму становится максимально некомфортно. В идеале ты должен обеспечить максимально комфортные условия, отсутствие стрессов, чтобы все углы сгладить и минимализировать тот или иной момент. Но у меня этого до конца пока не получается сделать. Но главное, что есть улучшение в лучшую сторону. Мы работаем над этим. И несмотря на определенные нюансы, которые, конечно же, были, которые есть конкретно сейчас, вот несколько дней назад там произошли, я намерен показать, что каждому попадает столько, сколько он может вынести. Победе не нужны оправдания. Поражению они не помогут. Бодибилдинг – один из тех видов спорта, когда ты должен показать свою лучшую форму в самом фиговом своем состоянии физическом и эмоциональном. Давай, пробуем. Чуть ускорься. Динамики. Еще разок. Хорошо. Вот так. Какие у тебя, Паш, принципиальные изменения на этой подготовке? Сейчас вот модная тема пептидов. Нужно ее обсудить. Ретрутиды, Терзета, Оземпики и многое другое. Вел ли ты на этой подготовке в свой рацион данную историю? Слушай, вот очень интересный вопрос ты задал, потому что единственное отличие, как ты сказал, если брать принципиальное, это только в расширенном списке пептидов. Я верю в пептиды. Я считаю, что за ними будущее. И знаешь, вот чисто между нами, если базар, как вот мы говорим, единственное, что может помешать, это только что государство тоже все подомнет под себя, все это перестанет быть легальным, потому что пока все вообще очень просто. Это легально, это доступно. Ты можешь это совершенно спокойно передавать из рук в руки. Это есть как в форме инъекций, так и в форме аэрозолей. Сам посуди, то есть своей маме или бабушке, ну ты не объяснишь, бабуль, вот BPC 157, он очень хорошо снимает воспаление локально, даже если у тебя что-то болит. Очень хорошо регенерирует сухожильные окончания, мягкие ткани, благоприятно воздействует на сердце, антиоксиданты, т.п. и т.п. и т.п. Но колоть она ничего 2 раза в день не будет, это очевидно. А пшикнуть пару раз в день, согласись, почему бы и нет. Есть огромный список. Многие вещи, они еще даже не дошли до нас. Хотя даже в России врачи после лечения онкологии уже выписывают такие вещи, как МОД-Си, как эпиталон пожилым людям для выстраивания циркадных ритмов и улучшения сна. Я тебе крайне советую ознакомиться с этим пептидом. Симакс. Офигительная вещь. По касательно нервного перегруза, фокуса. У нас, да, как раз в аптечной форме. Концентрации, чтобы помогать работе головы. Очень много интересных позиций, которые доказанно работают. С того же МОЦа в Штатах, знаешь, там просто писаются кипяточков с него все. Он стоит очень приличных уже денег. И у нас писаются. Да. Это действительно, кстати,
радует меня эта вещь? Скажу впервые для твоего канала. Простая статистика, никакое не голословное мнение. Мне за пептиды пока что мы сотрудничаем с Эволом много лет, но у них только начинает расширяться рынок. Многие позиции я сам в ожидании, очень-очень жду. Пока они не такие обширные. Большинство я покупаю за свои деньги. Это никакая не реклама. Хочу сказать, что мы на данном канале делимся просто своим опытом, доносим информацию, никого ни к чему не призываем и не рекомендуем. Уж точно, прежде чем использовать те или иные препараты, обязательно сдайте анализы, сделайте УЗИ и проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, либо просто с врачом. Ой, хорошая спина. Тренируйтесь, ребят, сильными всегда. Сейчас именно такая рутинная работа без какого-либо удовольствия, потому что ты не ощущаешь тех спектров эмоций, которые ощущаешь, когда достаточно сытый. Слушай, Паш, возвращаясь к вопросу пампа и наполнения, интересует твое мнение по поводу IGF 1.3, инсулиноподобный фактор роста, длинный и короткий. Вообще, как его понять, рабочий он, помимо того, что там ощущаешь локально какой-то памп и предварительно ускоренное утомление мышечных групп. Знаешь, вот эти, как скажу, это один из тех вопросов, которые, мне кажется, будут открытыми еще очень-очень долго. И не только на наших широтах, потому что конкретно препарат IGF вроде как есть и у нас. Есть обычная форма, есть и плазмида IF-1 у того же Эвола, которые чуть-чуть различаются по своей структуре. Причем второй, если момент плазмида, это не ФР в чистом виде. Это то, что, ну, если упростить, можно сказать, имитирует его работу, но весьма успешно. На самом деле, вот этот препарат, если брать за рубежом, я когда-то интересовался этим вопросом, и я уточнил, что он нереально дорогой в производстве, и страшно представить, каких же он должен стоить денег по рынку, чтобы производитель делал его не в ущерб себе. Поэтому у меня появляются очень большие вопросы касательно, если ФР в чистом виде, что же представлено конкретно у нас. Потому что я ни разу не слышал историй, когда непосредственно от инъекций в геометрической прогрессии рос как раз самотомидин С в крови на дистанции. Но он, опять же, вот этот момент тоже крайне интересен в чем? Все мы знаем, что работу гормона роста, если это действительно гормон роста, а не та или иная пептидная структура, смешанная хоть с инсулином, потому что это тоже может провоцировать в крови кратковременную выгрузку ИФР. Работает, как мы можем проверить его непосредственно на анализах, если это не хрома. Мы сдаем СТГ, но это не гарант далеко, не показатель. Любая, ну не любая, а многие пептидные структуры в моменте покажут СТГ кратно выше, чем чистый соматотропин, но через определенное количество часов они уже не покажут ничего. А конкретно гормон роста будет в крови снижаться в геометрической прогрессии, но покажет завышенное СТГ, особенно у таких взрослых молодых людей, как у нас, свой собственный будет чуть больше, чем ни хрена. Чтобы убедиться дословно, можно сдать анализ до, сдать непосредственно после. В чем интересный момент, о котором я хотел бы сказать.
у двух разных людей, у двух, у трех, у пяти, у 8, у каждого человека мы все из одного и той же банки будем делать гормон роста. И показатели СТГ и то будут разниться, а показатели ФР будут разниться настолько на дистанции, что ты даже не представляешь, Сань. Вот если взять лично меня, я пробовал за свои же деньги, опять же, разные продукции. Я покупал практически весь гормон роста, который ей представлен в аптеке. И кроме файзеровского гентропина, лучших показателей мне не выдавало ничего, но конкретно ИФР даже после 3 недель использования в приличных дозировках у меня крайне редко превышал 350, то есть это максимальное значение. А чтобы ты понимал, от того же Eval Pharma, с которым мы сотрудничаем много лет, на каком гормоне, в принципе, я готовлюсь постоянно, я знаю человека, у которого с 5 единиц ИФР 670, чтобы ты понимал, в крови. С 5 единиц. А считается все, что больше 300, это уже онкориски, и что столько даже близко. Я, кстати, хотел сразу вопрос тебе на этот счет задать по поводу онкорисков. Вот, сейчас давай я договорю. Так вот, к чему мы приходим? Считается, что таким людям очень-очень сильно повезло. Им, естественно, никакие эти 5 единиц даже и близко не нужны. Но встает вопрос, если такие люди, как я, взять того же Мишу Тимошина, он об этом освещает, что очень тоже низкий ФР, несмотря на продолжительное использование гормонов. А по его внешнему виду что скажешь, что у него какие-то проблемы, да, и он, самое главное, говорит, что он его чувствует, когда включает. О том и речь, что, понимаешь, все, что на бумаге, идеальная картинка по анализам, насколько она соответствует действительности в плане какого-то профита, который получает человек. Не, вот если брать того конкретно, которого знаю я, да, в условиях своей жизнедеятельности он какой-то ультра-киборг, он там сидит на ГЗТ, грубо говоря, по фарме, то есть физиологических дозировках. Он высокого очень роста, он весит за 130 килограмм, у него бешеная активность, он тренируется почти каждый день, может там в голову что-то ударить, он пойдет в кросс 20 километров бежать. Но он из спецуры военной, он такой товарищ, очень-очень интересный. То есть бешеная активность, охренительный сон, очень стабильная ЦНС. И может быть это в принципе пример очень здорового, очень адаптивного организма, восприимчивого для всего. Но я не могу сказать в идеальной картинке, насколько вот этот профит с того или иного препарата ощущался бы или не ощущался таким человеком в сравнении. То есть, как ты справедливо заметил, если мы ставим локально, памп прям аж трещит, все, кровью наполнение потрясающе. А как это работает на дистанции? Да хрен узнает, как это работает на дистанции. Опять же, мы можем опираться на то, что написано в медицинских источниках. Как эта картинка описана в идеале. А практика и теория, ты сам знаешь, далеко не всегда вещи попадающие. Согласен. Ты хотел уточнить насчет онкорисков, и мы перейдем как раз к этому упражнению. Интересно прям. Спасибо Gold Gym за возможность поснимать и потренироваться у них в зале. Очень интересное оборудование. Да. Смотри, обычно если вот спина тяжелая, у меня там чуть-чуть задние дельты, чуть-чуть бицепсы еще. Бицепс делаешь? Чуть. Давай просто дополнительное упражнение, как вот чисто full day. Но это в идеале час 15, час 20. Это вообще без отвлечений. Но сегодня у нас чуть-чуть больше отдыха получается где-то. Ну, знаешь, давай сделаем. Первый подход, да, старайся, насколько касается по удару, а там чуть-чуть подскинем и почище, прям на ощущениях будем делать. 2. Разок. Мне кажется, прям, да, чуть-чуть. Ой, прям хороший. Да. Прям бомба. Прям чуть-чуть, да, подкинуть, и чтоб на прям, одну прям на ощущениях. Да, сначала одну, потом, если к следующему, еще снизим. Так, что касается онкорисков от высокого ЭФРа. Тоже это последние исследования об этом говорят. Причем совсем недавно такое мнение по ЕСИТВ появилось, но что как бы все, что выше 300, это провоцирует, не то, что провоцирует,
Мы все уже давным-давно доказанный факт, что это, скажем так, генетический рандом. Нет такого момента, что ты делаешь андрогенно-анаболический стероид, ты делаешь гормон роста, и условно у тебя из-за этого появилась онкология. Да нет. Это, скажем так, катализаторы всех процессов, какие только могут быть в организме. Да. Но если так сложилось, первопричина точно не в той или иной стимуляции. Но считается, что все, что выше 300, не надо. Я, знаешь, у меня такая... Как минимум стоит наблюдать такая постоянно. философия, да, что зачем лишний раз дергать за писун судьбу, да? Как бы береженого все-таки... Слушай, ну, наверное, все-таки не в нашем случае. Так-то мы все-таки спортом занимаемся. Это не совсем про здоровье. Безусловно, но, скажем так, как лично моя философия на этот счет. Как ты справедливо заметил, спорт определенных достижений, он не может быть связан с здоровьем. Здоровье – это про физкультуру. Да. Про дозированные физические нагрузки. Если бы мы с тобой тренировались исключительно в кайф, всегда насколько нам позволяет организм, когда у нас что-то где-то щемануло, Не ходили мы давали после отдых. 3 часов сна. Да, именно. Но если мы можем не нести какие-то дополнительные факторы риска, значит, не нужно их нести, потому что их и без этого хватает, правильно? То есть я на эти вещи смотрю вот именно так. Но в бодибилдинге, если что-то может дать тебе 0,01% твоему результату, то нужно этим обязательно воспользоваться. 100% поддерживаю Сашу. Мелочей здесь нет. Каждая мелочь, каждая деталь складывается в целостную картину, которая в конечном итоге может стать определяющей. Именно какая-то вот малюсенькая, незначительная деталь. Поэтому все, что вам говорит ваш наставник, ваш тренер, нужно исполнять от и до. Мелочей здесь нет. Растянутая. Сюда. Ты пристреляйся. Здесь важно, то есть не сколько максимальный вес, а вот технику соблюдать. 15 раз, в районе 15. Я буду подскидывать к следующему. Да, строго из растянутой. Натягивай их максимально сверху, к центру. Ага, понял. Ага, о, есть. Дай куда надо. Хорошо. Причем сейчас подскинем, там прям вообще нальет, наверное, щених. Если держать и доводить, там прям широчь по краям прям наливает очень хорошо. Не спрашивал, мы даже с тобой лично без камеры это не обсуждали, а мне интересно, или это как раз-таки упирается в визовую историю, то есть 25-го и тебе, и мне нужна региональная квалификация, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах. А вот ты уже определился со своим дальнейшим стартом? Или это пока еще открытый вопрос? Наверное, когда выйдет это видео, он уже будет известен.
Я 9 дней назад подался на испанскую визу. Вот, и она, в пятницу мне уже пришел ответ о том, что она готова. Всего. Она плачет, потому что, походу, мне дали наконец-то визу. Не походу отдали. Насколько? Сейчас она пишет долго. Если у меня получится, то это будет Европа. Вот, если мне 5-й раз откажут в Шенгене, то я буду рассматривать другие варианты. Как мы с тобой говорили, скорее всего, это будет Япония. Мне интересно съездить в Монако. И мне, кстати, написали организаторы с африканского турнира, который будет 6 декабря. Написали приглашение. Вот. Слушай, а это где будет в Африке? В Африке это будет в Йоханнесбурге. ЮАР. Да, да. Ну, до туда добираться, конечно, очень все сложно. Прямых рейсов нет, очень дорого. Поэтому ты топишь также по плану Вьетнам с Юльчей, да? Все верно. У меня основной старт, ради которого мы это все начали. И я, и Юля. То есть там про-квалификация, на которой буду выступать я, и про-шоу категории wellness. Очень интересно, удивительно же. Промоушен бразильский, Muscle Contest, очень крупный, проводит турнир во Вьетнаме. 1 ноября мы полетим туда. Если я не закрою там вопросы, какие мне хотелось бы закрыть, то следующий... Знаешь, что хотелось бы с тобой еще обсудить? Вопрос вредных привычек на подготовке. Кальяны, электронки, снюсы и, может быть, алкоголь даже. Как ты к этому относишься вообще? Имеет это место быть вообще как бы на подготовке или стоит все нафиг исключить? Или, опять же, все индивидуально? Нет, смотри, ты... Офигеть, кстати, очень интересный вопрос. Рад на него ответить. Ты же спрашиваешь исключительно мое мнение. Конечно. Поэтому я вот отвечаю именно за себя. Апеллирую в первую очередь обоснованной научной информации, конкретно доказательной медицины, которая говорит о том, что никотин – это сильнейший стимулятор центральной нервной системы. Он абсолютно ничего не успокаивает, как многим кажется. Это банальный эффект плацебо, банальная система. Как знаешь, зависимому человеку его просто успокаивает, он сам себя успокаивает, когда где же эта соска, да, и так далее. Но твой организм от лишних доз никотина никак не успокаивается, как раз наоборот. Это доказано негативно влияет на качество сна. Нету, знаешь, у никотиновой кислоты отдельно, если применять ее по-другому, есть положительное влияние на организм. Допустим, у алкоголя его 0, 0, дырка от бублика. Спирт, кофе, табак, чай, сахар, шоколад, они также психоактивны в какой-то степени. Но, как в песне поется, доступны без преград. У всего есть всегда на самом деле определенная причина. Почему-то где-то легалайз определенных вещей, где-то нет. Но зачастую стоит задуматься, что многие вещи, которые в свободном доступе, которые ты всегда можешь купить и зачастую хоть вроде как ограничено после какого-то определенного времени, да, на самом деле мы знаем, кто-то при желании купит всегда. Ну, наверное, не просто так. Под алкоголем такое количество рекордное преступлений совершено. Гораздо больше, чем под теми или иными наркотическими веществами. Стоит, наверное, об этом задуматься. То есть любое измененное сознание не есть хорошо. Понятное дело, что мы рассуждаем с точки зрения контекста подготовки и того, что человек уходит далеко от физиологии и, в принципе, пребывает не в здоровых, что физических состояниях, что психоэмоциональных порой. Но, повторюсь, разум, mind over all. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over,
Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages. Looking brighter, already paid up the pipe, but my game is getting much tighter. I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up. Кстати говоря, знаешь, типа одно лечит, другое калечит. Реально, те же пептиды, которые сейчас появились, они в том числе убивают у тебя стресс, да, путем желания там какого-то аппетита, нервничать на этом фоне. Вот у тебя гормональный фон более ровный, и тебе, соответственно, меньше хочется каких-то пагубных привычек, ну, да, чтобы заглушить, как это дело, там, покурить, выпить или либо еще что-то. Да, абсолютно, так и есть. Ведь, почему человек прибегает к тем или иным, веществам, алкоголю, табаку? Это же, замена чего-то. Да, ведь, согласись, счастливому, полноценному человеку, когда ты счастлив в моменте, тебе не нужно, да, как правило, что-то лишнее. Ты чем-то люди купируют то или иное состояние, тот или иной дискомфорт. Когда есть вещи, которые выравнивают твой психоэмоциональный фон, аппетит, самочувствие в целом, конечно, надобности в этом, даже желание у человека. Меньше кортизола, да. Меньше кортизола, меньше стресса. Больше счастья, любви на 100 грамм углеводов в день. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. Наверное, последний вопрос, который я хочу тебе задать, на твой взгляд. Как ты считаешь, кто сейчас из наших русских ребят может претендовать на про-карту? Может быть, топ-5 назовешь, да? В плане, если сделать все правильно, в плане формы, в плане каких-то финансовых возможностей, чтобы потом это все реализовывать. В любой категории? В любой категории. Мужские. Больше ты про мужские номинации? Наверное, да, мужские. Ты, безусловно, один из этих людей. Мне кажется, тебе просто, как и многим, понятное дело, что всем хотелось бы чуть благоприятнее условия, чуть побольше ресурсов и чуть ровнее режим работы и отдыха, и тогда все было бы попроще. Но мы все стараемся, все работаем над этим, пока что есть что есть. Безусловно, ты сеньор Богдан Черемисинов, который очень интересный для многих персонаж. Но ввиду того, что ему действительно немного лет, несмотря на свои пионерские лозунги, очень многие провокационные заявления в чьем-то видении. Большую часть информации, которую он говорит по делу. Просто Я иногда согласен. чрезмерно эмоционально, со своей подачей. Не то, что прямо, а с определенным эмоциональным накалом, которого где-то, наверное, могло бы и не быть. Но это исключительно его дело. Задевает тех людей, Опять же, реагируют да. люди, на которые это правда, да? 100%. А на правду не обижаются. Признавать. Да, 100%. Потому что, в целом он все говорит по делу. Да, согласен. А отношение к делу у него очень даже соответствующее. Он показывает замечательный прогресс от сезона к сезону. Очевидно, очень вовлечен, делает все, что говорит его тренер. А я думаю, что в методических наработках его тренера, так как у нас наставник один, ты тоже не сомневаешься в уровне его компетенции, знаний, что. Поэтому я думаю, это лишь вопрос определенного времени. И если у человека все будет хорошо со здоровьем, ресурсами, безусловно, ввиду возраста, потенциала, он один из этих людей. Далее мистер Сергей Попов, которого готовлю я на этот сезон в бодибилдинге. У человека есть вообще абсолютно все для того, чтобы выиграть карту. И это возможно случится в совсем ближайшее время.
Хотелось бы только чуть-чуть побольше вовлеченности. Процесс максимального фокуса, максимальной дисциплины, тогда это будет 100%, потому что у человека все есть. Ты просто спрашиваешь прям про ближайшее время. Я вот говорю про каждого из вас, то есть это осязаемое время. Никогда там, что возможно, вот у человека по геометрии. Я на твою спину посмотрел, и мне как будто надо еще покачаться. Блин, ну все же относительно. Я там на чьи-то ноги, там баланс именно, задние бедра, передние, всего. Вот кажется, что вот мне тоже. Ведь судят не по наличию сильных мест, а по отсутствию слабых. Вот посмотрим, как это все вкупе. Картинка в целом стала ровнее. У каждого причем из нас. А насколько, покажет лишь сцена. Так вот, Серега. Есть, допустим, абсолютный чемпион России Тёма Павловский в бодибилдинге. Охренительный тоже. Человек, по которому плачет прокарта и 212 дивизион, но ему, насколько я знаю, это совершенно неинтересно. То есть, ну, реально искренне у человека нету таких амбиций. Скажем так, он понимает, сколько это в текущих реалиях, сколько это денег, насколько это дорого, куда-то вылетать, соревноваться и так далее. То есть, и у него даже, ну нет стремления. Мы же понимаем, что желание, в первую очередь, генерирует возможность. Вот это просто стремление начать зарабатывать больше и реализовать это все. Ну, наверное, как у нас. Да, не, вот, а у него просто, действительно, мы, так как я немножко в теме, мы общались лично на этот счет, я знаком с его близкими реально товарищами, то есть, ну, не нужно это человеку. Хотя ему, вот, знаешь, просто, ну, даже вот его последняя форма на чемпионате Питера, я думаю, он сейчас и России станет тоже абсолютным ББ. Он не очень высокого роста, но прям ножище, спинища, охреневший, сбалансированный бодибилдер жесткий. Один из немногих. Их осталось, да, как я говорю всегда, бодибилдеров осталось 3 коллеги, и все они у Вовы Яковлева в основном. Но, к слову, вот Артем, он у Васи. Серега, наверное, единственный более-менее с перспективой, как и Кирюха, кто у меня, все остальные у Володи. Вот это 4 человека, которые могли бы, а 5-й, блин, даже и не знаю. В категории классик-физик ребята есть такие, как Леня Бородулин, Богдан Шимакин. Но им пока как такие, будто это как не надо. Францишка тоже, Францишка ему пока тоже они не надо. Они могли бы, да. Согласись, у каждого из этого человека есть потенциал 100% взять карту и реализовывать себя там. Но им это не надо на данный момент. Поэтому я даже больше-то и не знаю, кого назвать на самом деле. Я реально просто могу кого-то не знать из каких-то складных ребят. Хорошо, из твоих девчонок, которые сейчас выходят осенью, у кого-то есть желание побороться за прокарту? Именно идти дальше, реализовывать. Да? Есть в бикини пару девочек. Но только, знаешь, они не идеальные бикиняхи, они классно сложенные, атлетки уже состоявшиеся, готовые. Но, допустим, та же Оля Калаева, мне кажется, в перспективе в категории wellness свой потенциал может раскрыть даже больше, чем в бикини. Но это потребует определенного времени, ей надо покачаться. Ну, просто я точно знаю ее организм, и я знаю, что она при желании точно Ольга сможет. как будто трудяга. Я ее видел до того момента, когда она к тебе пришла, она и просто, какую форму сделала. Она просто реально срок. солдат. Это и вот в том-то и вообще. дело, какие у человека метаморфозы, на какой поддержке, какая у нее вовлеченность и какой отклик организма, я точно знаю, что она смогла бы. Но когда вы ноги не качаете вообще, а там все тоже отделяется от всего, отличный отклик ягодиц, к тому же она такая фактурная, она реально, то есть могла бы. Вот она 100%. И вполне возможно, прокарта совсем уже не за горами. Паша крут в том, что он берет реально сырых спортсменов и доводит их до высокого уровня. Безусловно, есть и очень немало людей, которые реально просто с нуля. То есть с чемпионата Москвы по юниорам и до пролиги. Этого никто не отнимет. И ни один такой человек. Ну что ж, ребят, с вами был Саша с Красноярска и Паша с Рязани. Простые Именно ребята, так. которые сегодня показали вам свою тренировку спины в Москве в Gold Gym. Очень рад. Я думаю, что тренировка состоялась, интересный разговор удался, и вам будет очень полезно посмотреть этот выпуск до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям, и увидимся в новых выпусках. Всем доброго здравия, наилучших пожеланий. Будьте здоровы физически и ментально. Берегите себя. Пока.